Посмотрим с вами новенькую квартиру в Алании. Всем салам, привет, добрый день из солнечной Алании. И сегодня у нас будет, ребята, с вами необычный репортаж, потому что мы с вами сегодня посмотрим новенькую квартиру на берегу Средиземного моря, а точнее в городе Алания. Здесь есть целый, хорошо развитый, большой русскоговорящий район. Называется этот район Махмутлар. Сюда переезжают со всех республик бывшего Советского Союза. Это, не знаю, Украина, может быть, Узбекистан, Казахстан, Беларусь. То есть, люди выбирают Махмутлар, потому что здесь, ребят, просто вы не почувствуете какого-то языкового барьера. Ну что, давайте посмотрим инфраструктуру, которая предоставляется вместе с квартирой. Здесь будет, ребята, вход. Чтобы войти, потребуется набрать пароль. Весь комплекс будет находиться под видеонаблюдением 24 часа в сутки. Все будет в шаговой доступности. До моря дорога составляет 500 метров. Вся инфраструктура находится в шаговой доступности. Это кафе, аптеки, супермаркеты, овощные рынки. Все находится очень близко. Махмутлар, то есть здесь это такой отдельный город, где есть просто все. И много очень русскоговорящих людей. То есть это огромный плюс. Этот комплекс, ребят, от известного в Турции застройщика, издался он только в этом году. Соответственно, здесь еще все новое, чистое, аккуратное. Пойдемте посмотрим, что будет входить в этот комплекс. Я вижу с самого начала, что при входе это генератор. Это огромный плюс, и не в каждом просто в комплексе есть этот генератор. Если у вас выключили, не дай бог, отключилось электричество, генератор вас спасет. То есть вы не заметите никакой разницы. Просто он заработал, и вы занимаетесь своими делами. Ребятки, пойдемте заглянем что-то внутри, как сравним, как в наших домах, как здесь, посравниваем. Ну что, заглянули? Так, мы видим здесь небольшой аквариум с какой красивой рыбешкой. Пойдемте посмотрим, что ждет нас в комплексе. Вот мы с вами зашли, смотрим инфраструктуру. Идет у нас наверх, на второй этаж. Замечательно. Вот это, ребят, очень серьезно. Пришли, поставили себе фильмец, взяли попкорника, кто как любит, пиццы, и засмотрели. Так, ладно. Увидели, то есть зашли, захотели, киношку поглядели, замечательно, пошли дальше. Посмотрели, проходим, что мы видим? Класс. Теперь нас встречает, ребят, крытый бассейн. Это очень огромный плюс. Ой, сразу жарко стало. Крытый теплый бассейн. Наверное, теплый, да. Вода теплая. Стекла запотели. Круто, что зашел, искупался. Обалденно. Есть мелкие детишки. Пожалуйста. Вели их сюда, дали рисовалку, игрушку какую-то, покачались они, позанимались своими делами. Отлично, отлично. Так. Есть свой мини-спортзал. Это тоже, ребят, дорогого стоит. То есть зашли. Я не претендую, не говорю, что это какой-то супер-пупер невероятный спортзал, но тем не менее, какую-то гимнастику сделать возможно. Беговая дорожка, велотренажер, ну и какие-то железки потягать тоже вполне возможно. То есть очень круто, что, то есть она автономная, то есть вы вышли и сделали кучу дел, касаемо там спорта, вы можете себе здесь позволить. Искупались. Позанимались спортом. Дети пока здесь занимаются своими делами. Класс, класс. Так, это получается комната ожидания. Так, нет, ребят. Здесь тоже нас ждет. Еще не закончилось наше путешествие по инфраструктуре.
Класс. Заходим. Что мы видим? Ой, ребята. Свой хамам. Свой хамам. Пришли. Пожалуйста, работает, нет? Свой хамам. Обалденно. Так, что у нас подальше? Пеленальная. Детский умывальник. Взрослый умывальник. Ну, такое, ребят, даже не в каждом пятизвездочном отеле есть, чтобы было и детские, и взрослые. То есть это, я вам говорю из своего опыта, где я был в отелях, то есть не везде это есть. Здесь это есть просто в комплексе. Ага. Вот такой детский туалет. Ну, круто. Ну, тут, я понимаю, наверное, душ. Да, душ. Ну, я так понимаю, здесь, наверное, взрослые. Замечательно. Идемте дальше. Посмотрели мы хамамы. Что мы здесь видим? Прошли немножко и вуаля, парная. Ребят, сели, попарились. Ну, небольшая, уютная. Пойдет. Идем дальше. Зоны релакса. Расстелили наушнички себе, любимую музычку и погнали. Все отлично. А здесь что у нас? Сауна, ребята, хамам, сауна, бассейн. Ну, это, конечно, круто. Так. Сразу заходишь и чувствуешь запах свежего дерева. То есть, ну, кто понимает, запах дерева. Наверное. Все рабочее. Поставили часики себе и засекли время в баньке. Круто! Это посмотрели мы инфраструктуру на нулевом этаже, то есть возле дома. Что нас ждет? Если малышне мало, то есть качели, горка, какой-то там лошадка. Есть открытый бассейн. Он глубокий, достаточно. То есть посмотреть. Ну это вообще классно. Бассейн. Тут же также есть детский бассейн, огражденный. Детский бассейн будет сколько? Ну, получается вот так. Круто. Вышли из бассейна, обмылись под душем. Теперь у нас порезали там, не знаю, шашлычка, порезали зелени, помидорчиков. То есть раз, все, помыли, все отлично. Поставили в барбекюху, жарить. Отлично. И в беседочке все это перекусили. Ну, ребят, это, скажу, прикольно. Камеры, видите, стоят везде по всему периметру. То есть они будут видеонаблюдение 24 часа в сутки. И, ребят, давайте поднимемся с вами в квартиру. А она находится у нас на первом этаже. Но по факту, конечно, это второй. Потому что нулевой этаж – это вся инфраструктура этого дома. Ребят, забыл вам сказать, пока мы еще не зашли в нашу квартирку. Когда застройщик хочет сэкономить, то он начинает уже продажу квартир, то есть с нулевого этажа. А все вот эту всю инфраструктуру он пытается засунуть в минус первый этаж. Ладно, это немножко отошло от темы. Ходим. Когда мы попадаем с вами в квартиру, то мы сразу видим, что за планировка. Это односпальная и гостиная, совмещенная с кухней. Такие планировки чаще всего мы можем увидеть в Америке либо в Канаде. То есть там это практикуется. Но по нашим русским понятиям, наверное, по-русски, наверное, это будет звучать двухкомнатная квартира. Кстати, ребят, в Турции все квартиры с чистовой отделкой. То есть у вас уже будут покрашенные стены, будет сделан гипсовый потолок, будут где-то точечные светильники и, конечно, будет выведены везде, то есть розетки, будет все это выведено. То же самое и на балконе будет выведена вода и электричество. В комплексе уже идет встроенный кухонный гарнитур и сантехника. Давайте посмотрим. То есть это душевая кабина, это туалет,
раковина, шкаф. Вот такая. Сразу видим спальню. Отсюда я вижу, что стеклопакет в пол. Вот такой балкон. Выведена вода, выведена розетка. Балкон очень большой, я скажу. В Турции немножко балконы занимают другую часть. То есть, если в России мы привыкли захламить наш балкон, заложить туда старый велосипед, доску какую-то там, пенал, стол, что-то еще, то в Турции люди стараются. Ставят стульчик, стол, пьют чай, кофе, не знаю, читают газеты, наслаждаются жизнью. То есть здесь немножко по-другому, да, отношение к балкону. Здесь отдыхают на балконе. Вышли мы, да, вышли отсюда и заходим в зал. Ну, прекрасно. Что мне еще для меня заметно, что потолки, ребят, очень высокие. То есть, если взять, то есть я не могу достать до потолка, я думаю, потолки здесь 3 метра составляют. По поводу, то есть, получается, новому жильцу, новому человеку, который решит приобрести здесь, например, квартиру, или решил, уже купил квартиру, ему остается купить технику, мягкую мебель, и в принципе, получается, можно жить. То есть, видите, то есть, например, здесь под холодильник, посудомоечная машина, ну и так далее. То есть купил технику и мягкую мебель. Кстати, ребят, по поводу техники и мягкой мебели. Когда вы покупаете в Турции мягкую мебель или технику, то цена доставки уже включена. И то есть вы пришли, купили, выбрали, вам не надо будет искать какое-то грузовое такси, то есть кому-то искать какие-то деньги доплачивать. Купили и вам привезли ее бесплатно. Площадь квартиры составляет 55 квадратных метров. Для семьи, мне кажется, небольшой семьи, ну, я думаю, это будет достаточно. Самый главный вопрос, какая же стоимость этой квартиры составляет 61 тысяча евро. Сколько это в рублях? Ну, по-моему, ну, давайте посчитаем, где-то 5 миллионов рублей. То есть цена этой квартиры площадью 55 квадратных метров составляет 5 миллионов рублей. Хочу от вас, ребят, какой-то отклик, дорого ли это, дешево, сколько стоит у вас квартиры, там напишите комментарии, там это Вадим, это дорого, это невероятная квартира, что-то слишком просит много. Но опять повторюсь, в новом доме, если вы приобретете квартиру в турецком доме, то вот этой всей инфраструктуры не будет. Хорошо, если будет какой-то один бассейн возле, там, на территории вашего дома, никаких там кинозалов, хамам, саун, там, спортзалов, там, детских площадок, этого не будет. То есть, и, соответственно, будет старый дом, это немножко там обшарпанный подъезд, как следит за своим домом. Для сравнения, ребята, если сравнить, то есть, вот я жил 500 километров от Москвы в городе, и за эти же деньги, за 5 миллионов, конечно, я тоже себе куплю, ребята, двухкомнатную квартиру у себя в городе, и класс, да, я тоже буду, наверное, в новом доме. Но, ребят, квартира моя будет, которую я куплю, не на берегу Средиземного моря, и квартира будет не там, где 300 дней солнечных в году. То есть в Алании такая фишка, многие почему едут в Аланию? Ребят, здесь нет заводов, пароходов вот этих за здоровьем, то есть и здесь приятный климат. Не будет такой инфраструктуры у меня перед домом. Но опять же, везде есть свои плюсы, свои минусы. Дошло время наше к концу. Показал я вам эту квартиру площадью 55 квадратных метров, стоимостью 5 миллионов рублей, в чистеньком, новеньком доме в центре Махмутлара, где никакого языкового барьера вы не встретите. Вы спокойно вышли в магазин, и вас каждый понял человек. Дорого для этого района или дешево, решать. Закончится наш сегодняшний тур по квартире. Посмотрели, поглазели. 11 ноября. Температура воздуха 26 градусов. Температура воды в море 24. Ну, это классно. Всем пока. Не забудь подписаться на канал и поставить лайкос.